Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня хочу ответить на очень хороший вопрос, заданный в комментариях. Вот этот вопрос. Подход с сохранением текущей страницы в стейте, который работал в пятой версии React Router, при переходе на шестую версию нужно заменить на гораздо более простой для понимания способ. А именно, нужно пользоваться возможностями компонента Outlet. Чтобы далеко не ходить, прямо на нашем примере разберемся, как это сделать. Допустим, мы хотим, чтобы после клика на посту в списке этот пост открывался не в отдельном окне, а в модальном диалоге поверх списка постов. Посмотрим, как это сделать в рамках предложенного подхода. Поскольку в таком случае и список постов, и отдельный пост должны отображаться одновременно, нам нужно сделать для них отдельные компоненты. Приступим. Первым делом идем в файл, где у нас описаны все роуты, и производим необходимые изменения. Нам нужно, чтобы один route posts с опциональным параметром ID превратился в два роута. Один для всех постов, а второй только для конкретного поста. Причем второй роут будет дочерним. Вносим изменения. Превращаем property posts в объект. Поле индекс служит для роута ко всем постам. А поле post ID к конкретному посту. Как-то так. Теперь идем в каталог Pages и копируем файл post.jsx в post.jsx. Это будет компонент для отдельного поста, открывающийся в модальном окне. Редактируем файл posts. Теперь он будет открываться только для массива постов. Поэтому универсальность нужно убрать. Убираем проверку из array и часть, относящуюся к рендеру отдельного поста. Отлично. И то же самое проделываем с компонентом отдельного поста. Поскольку у нас уже есть компонент с именем post, назовем его postPage. Хорошо, пока с этим закончили. Переходим в файл роутера и вносим необходимые изменения. Меняем route posts на route posts.index. Ниже лоадера добавляем еще одно поле children. И в массив вставляем route к отдельному посту. Так как это дочерний route, для него используется как префикс route родительского компонента. И тут нам в качестве пути нужно использовать только ту часть, которая отвечает за будущее модальное окно. Хорошо. Теперь добавляем функцию для ленивой загрузки этого роута. Можно скопировать из родителя. Меняем путь к загружаемому компоненту и имя компонента. Модифицируем лоадер родителя, чтобы он всегда возвращал список постов. Хорошо, готово. Теперь идем в компонент posts и в нем добавляем место, куда будет рендериться отдельный пост. Для этого в React Router 6 версии используется специальный компонент Outlet. Мы им, кстати, уже пользуемся в корневом компоненте приложения. Вот здесь. Вот этот Outlet компонент сообщает React Router, в каком конкретном месте нужно рендерить дочерние компоненты. И таких аутлетов в приложении может быть сколько угодно. В нашем случае не важно, где разместить аутлет, потому что мы превратим компонент post в модальное окно
и он не будет влиять на рендер родителя. Давайте проверим, работает ли то, что мы уже сделали. Переходим к списку и кликаем на любом отдельном посту. Ошибка. Не найден роут. Давайте глянем. Что-то я накосячил. Ну да, конечно, ID должен быть параметром, а я константу использую. Добавляем двоеточие перед именем. Теперь смотрим. Ошибок нет. Но и кажется, что ничего не происходит. Давайте отскроллим в самый конец списка. Вот здесь и находится открытый пост. Все правильно, мы разместили компонент Outlet после списка. Там он и отрисовался. Хорошо. Давайте теперь быстренько превратим компонент отдельного поста в модалку. Никаких дополнительных библиотек использовать не будем. Создаем отдельный модуль для стилей компонента. Удаляем все из этого файла. Импортируем модуль стилей в компоненте PostPage. И пишем стили. У нас все будет по классике. Будет backdrop компонент, накрывающий всю страницу, и по клику на нем будем закрывать модалку. И будет основной компонент для размещения контента. Поехали. Нам нужно написать стили для 3 элементов. Вся модалка. Пусть это будет класс modal. Еще нужны стили для подложки бэкдропа и стили для контента. Модалку нужно раскрывать на весь экран и зафиксировать. Для этого хорошо подходит позиция Fixed. Задаем размеры, чтобы модалка накрывала всю страницу. Также тут задаем стили для позиционирования контента в центре страницы. Для backdrop задаем position absolute и тоже растягиваем на всю страницу. Задаем серенький прозрачный фон. Для контента задаем только белый фон и Z-индекс, чтобы блок модалки рисовался поверх бэкдропа. Отлично. Переходим в файл компонента и добавляем необходимые изменения в верстку и указываем стили. Хорошо, верстка готова, теперь надо добавить обработчик onClick. Первый обработчик для бэкдропа. При клике будем переходить на родительский роут.
Для перехода используется функция Navigate. Получаем с помощью хука. Используем Navigate. И указываем, куда переходить. Это константа, все роуты, посты, индекс. Отлично. Еще нужно добавить обработчик, блокирующий закрытие модалки, если мы кликнули внутри на самом контенте. Тут все просто. Прямо инлайном вызываем Stop Propagation. Все. Проверяем. Отлично, работает замечательно. Но модалка у нас растягивается на всю ширину экрана. Давайте это исправим. Добавим стиль Max Width равный 500 пикселей. Отлично. Давайте еще уголки закруглим и добавим немножко отступа. Готово. Хорошо, все работает. А у меня на сегодня все. Если видео было полезно, ставьте лайк. Чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на канал и бейте в колокольчик. Подписывайтесь на телеграм-канал. Вопросы, замечания, предложения, благодарности и жалобы оставляйте в комментариях. Я их читаю и стараюсь отвечать на присланную корреспонденцию. Большое спасибо за просмотр и пока-пока.